Есть на свете истории, которые проникают глубоко под кожу, заставляя оттаять даже самое черствое и суровое сердце. Они не требуют громких слов или пышных метафор. Им достаточно искренности. Чтобы прожить одну из таких историй, нам придется мысленно перенестись за океан, в далекую Америку, где среди холмов и живописных пейзажей штата Теннесси расположился муниципальный приют для животных Washington County TN Animal Shelter. Как бы ни был хорош приют, какие бы чистые вольеры там ни стояли, и насколько сытным не был бы ежедневный рацион, это всего-навсего приют. Место временного пристанища, где каждый день пропитан тихой грустью и надеждой. Конечно, хвостатым воспитанникам округа Вашингтон повезло. Их здесь искренне любят, кормят, вовремя лечат, ухаживают за ними и из всех сил стараются пристроить в добрые и надежные руки. Но в конечном счете все решают люди, вернее, их отношение к делу. Обычное человеческое неравнодушие, желание не просто отработать смену, а искренне разобраться в судьбе каждого четвероногого подопечного и помочь ему. И пусть речь идет о всего-навсего собаке, один добрый знакомый как-то метко выразился: «Собака тоже человек». И с этим утверждением трудно не согласиться каждому, кто хоть раз смотрел в преданные собачьи глаза. Пес по кличке Роско был самым обычным приютским обитателем. Он попал сюда совсем молодым, почти что щенком, согретым лишь запоздалым летним солнцем и спасенным прямо с улицы. Даже свое имя, Роско, он получил уже здесь, в стенах приюта. Казалось бы, абсолютно предсказуемая, банальная и житейская ситуация. Сотни таких псов ежедневно оказываются на улице, и сотни из них попадают к волонтерам. Но персонал приюта быстро понял, Роско окружает какая-то тайна. В нем ощущалась глубокая, невысказанная недосказанность. Он резко, почти драматически выделялся на фоне всех остальных собак. Другие псы были как будто нараспашку. Их подбирали с тех же городских улиц, голодных, замерзших, отощавших, а иногда и вырванных из лап жестоких живодеров. Когда их откармливали, отмывали и дарили им тепло, собаки моментально проникались глубочайшей благодарностью за свое спасение. Они изо всех сил старались угодить волонтерам, виляли хвостами при каждом шаге работника, заводили нежную дружбу с теми, кто приносил им еду. Это нормальная, естественная реакция. Собаки остро чувствуют доброе отношение и всегда отвечают на него еще большим добром. Но Роско был совершенно иным. Прошло 3 длинных года. Роско взрослел, превращаясь из неуклюжего подростка в статного красивого пса. Но за все эти 3 года он так ни с кем и не подружился. Он всегда оставался сам по себе, на особицу. Роско держался подчеркнуто независимо и самостоятельно. Когда волонтеры заходили в его вольер, он аккуратно и вежливо принимал корм, но никогда не рассыпался в благодарностях. Он не кружился волчком, не пытался уткнуться носом в ладони и не скулил от восторга. Он просто жил. В его молчаливом, глубоком взгляде читался немой девиз «Я один» против этого большого и не всегда приветливого мира. Работники приюта искренне любили пса, но понимали, что Роско задал им непростую загадку. За этой гордой отстраненностью скрывалась какая-то боль, которую нужно было непременно разгадать. Но почему собаки не умеют говорить? Наверняка тогда удалось бы выведать у пса всю его историю, узнать, о чем он тоскует длинными ночами, смотря сквозь прутья решетки. Решение проблемы пришло неожиданно, как это часто бывает. Сотрудники решили использовать последний шанс, сделать подробный пост в социальных сетях. Они сделали несколько качественных фотографий Роско, на которых был отчетливо виден его серьезный, не по-собачьи мудрый взгляд, и написали искренний, яркий текст. Особых надежд никто не питал. 3-летний пес с непростым и замкнутым характером не самый популярный кандидат на усыновление.
Но правило нескольких рукопожатий и репостов в интернете действительно существует, и оно реально работает. Спустя некоторое время в кабинете директора приюта раздался телефонный звонок. На другом конце провода звучал сдержанный, но заметно волнующийся голос. Мужчина назвался фермером. Его хозяйство располагалось на приличном удалении от округа Вашингтон, в совершенно другом районе. И этот звонок он сделал, по его собственному признанию, скорее ради очистки совести. Суть его истории заставила сотрудника приюта сжать телефонную трубку чуть сильнее. Прямо с его фермы ровно 3 года назад загадочным образом пропал любимый щенок. Малыш словно в воду канул. Его звали, искали по всем окрестным лесам и дорогам, опрашивали соседей, но результат был нулевым. Первое время фермер регулярно просматривал объявления, ездил по приютам и надеялся на чудо. Но шли месяцы, и со временем он смирился с горькой потерей. Увидев случайный репост с фотографией Роско, фермер обомлел. Взрослый пес на фото был поразительно похож на его пропавшего питомца. Впрочем, мужчина тут же добавил с тихим вздохом: «Хотя прошло столько времени, вряд ли это он. Простите за беспокойство». Сотрудники приюта не колебались ни секунды. Фермера настоятельно пригласили приехать. А теперь тем читателям, кто отличается особой впечатлительностью, стоит заранее достать носовые платочки. Мужчина приехал в приют в тот же день. В сопровождении работников он прошел по длинному коридору к вольеру Роско. Когда металлический засов со скрипом сдвинулся и дверь открылась, пес, лежавший в углу, как будто вздрогнул. Он медленно поднялся, вытянул струной шею и стал жадно, судорожно втягивать носом воздух. Первой реакцией пса были испуг и глубокое недоверие. Слишком долго он жил в своем защитном панцире, но знакомый с детства запах, родные черты лица и голос, произнесшие полузабытые слова, сделали свое дело. Подозрение буквально за секунды сменилось неподдельной, сокрушительной радостью. А дальше случилось то, чего не ожидал никто из присутствующих. Вдоволь хлебнувший лишений, одиночества и холода пес заплакал. Из его глаз потекли настоящие слезы, а из груди вырвался звук, полный непередаваемой боли и счастья одновременно. Не сдержался и взрослый суровый фермер. Он опустился на колени прямо на бетонный пол вольера, и его глаза тоже прослезились. Это был идеальный, согревающий душу хэппи-энд. Счастливое воссоединение дважды потерянных душ спустя долгие, бесконечные годы. В тот же день выяснилось, что Роско вовсе никакой не Роско. Его настоящее имя — Рант, что в переводе с английского означает «коротышка», так его ласково назвали на ферме, когда он был самым маленьким щенком в помете. В тот же миг получило свое простое и одновременно трогательное объяснение и многолетняя замкнутость пса. Он не был злым, угрюмым или диким. Все эти 3 года, находясь среди чужих людей и других собак, он верил и знал: однажды эта дверь откроется, и за ним придет именно его человек. И по счастливому стечению обстоятельств, благодаря неравнодушию волонтеров и силе человеческой памяти, это действительно случилось. Единственный раз за 3 долгих года хмурый, неприветливый и гордый Роско Рант позволил себя погладить, прижать к себе и обнять. И сделать это удалось только его любящему хозяину. Больше никому на свете пес так и не открыл свое трепетное сердце. Настоящая рождественская история? Безусловно, да. Подобные события напоминают нам о том, что настоящая любовь и преданность не имеют срока годности и не измеряются километрами. Эти двое честно заслужили свое выстраданное счастье. Ныне верный и бесконечно преданный пес уже дома, на своей родной ферме, где каждый уголок знаком ему с детства. Он снова бегает по зеленым лугам и спит у теплого очага.
И нам остается только надеяться, что все беды, одиночество и неприятности в его жизни отныне остались далеко-далеко позади.